История так называемой Тисульской принцессы уже несколько лет будоражит воображение, порождая больше вопросов, чем ответов. История обнаружения Тисульской принцессы описана в статье Олега Кулишкина «Дама», которой 800 миллионов лет, опубликованной в абаканской газете «Хакасия» в 2002 году. Автор сразу признается, что услышал эту историю из третьих уст и не претендует на 100% достоверность, хотя и рассказал ему эту историю отставной полковник КГБ СССР. Вкратце история выглядит так. В начале сентября 1969 года в селе Ржавчик Тисульского района Кемеровской области во время проведения взрывных работ на угольном разрезе на глубине свыше 70 метров горнорабочие обнаружили двухметровый мраморный саркофаг. Саркофаг подняли на поверхность, но открыть его удалось лишь только после того, как под действием солнечного тепла замазка превратилась в прозрачную жидкость и потекла. Внутри саркофаг был до краев наполнен розовато-голубой, кристально-прозрачной жидкостью, в которую было погружено тело высокой, стройной, необычайной красоты женщины, на вид лет 30, с тонкими европейскими чертами лица и с большими, широко раскрытыми голубыми глазами, густыми темно-русыми, с рыжеватым отливом локонами до пояса. Одета она была в кружевное платье, длиной чуть ниже колен, с короткими вышитыми разноцветными цветочками рукавами. Казалось, женщина не умерла, а просто спит. О находке сразу же сообщили в райцентр. На вызов приехали не только пожарные, военная и милиция, но и солидные товарищи в штатском, которые сразу взяли находку под свой контроль и собирались увезти ее. Однако погрузить гроб в вертолет не удалось из-за слишком большого веса. Поэтому жидкость решили слить. Оказавшись на воздухе, тело начало чернеть буквально на глазах. Но чернота также быстро исчезла, когда саркофаг снова наполнили жидкостью. При этом один из рабочих попробовал жидкость на вкус. Гроб увезли для исследования в Новосибирск. И уже через 5 дней были обнародованы предварительные результаты лабораторных исследований находки. Для того, чтобы озвучить их, в поселок даже специально приехал профессор, прочитавший лекцию в местном клубе. Сразу был назван возраст захоронения по меньшей мере 800 миллионов лет. Предположительно, изначально гроб с телом женщины стоял в деревянном склепе посреди лесного массива. Со временем склеп врос в землю, разрушился и без доступа кислорода по истечении миллионов лет стал частью угольного пласта. Сначала была выдвинута инопланетная версия, но генетический анализ тела женщины показал ее 100% однотипность с современным русским человеком. Также установлено, что уровень цивилизации, которой принадлежала женщина, намного превышает нашу. В частности, техника производства ткани, из которой изготовлено платье, человечеством еще не открыта. Не удалось определить и состав жидкости, идентифицированы только некоторые ее составные компоненты, образованные древнейшими разновидностями лука и чеснока. И сразу на месте находки стали происходить странные вещи. Один за другим в автокатастрофах погибли все 6 первооткрывателей гроба. А мужчина, попробовавший жидкость на вкус, сошел с ума и замерз на пороге собственного дома. Постепенно история забылась и вновь всплыла на свет лишь в 2002 году. Существовала ли Тисульская принцесса? Во-первых, стоит сказать, что газета «Хакасия» действительно существует. До 1993 года она называлась «Советская Хакасия», и статья «Дама», которой 800 миллионов лет, действительно была напечатана. Во-вторых, в 1960-е годы в районе села Ржавчик действовал угольный разрез, и в шахте действительно работали упоминаемые в статье рабочие. Но на этом фактические совпадения заканчиваются. То, что упомянутые в статье люди занимали, совсем другие должности, кажется мелочью. Не подтверждается и возраст находки 800 миллионов лет. На Земле нет угольных месторождений такого возраста. Самые древние залежи образовались в Девонский период, не ранее 350 миллионов лет назад. Вызывает сомнение и то, что с глубины 70 метров из угольного пласта саркофаг поднять смогли, но погрузить его в вертолет не удавалось из-за слишком большого веса. Непонятна мотивация рабочего, попробовавшего наполнявшую саркофаг жидкость. Вот чем и о чем нужно думать, чтобы попробовать на вкус жидкость, в которой плавает труп неизвестного происхождения. Далее, если все было настолько засекречено, что даже весь угольный разрез тщательно перекопали, чтобы уничтожить все следы находки, почему и зачем приезжал профессор и делился тайной информацией? Как новосибирские ученые в считанные дни установили возраст усопшей. А самое главное, как мог. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал,
где найдете еще много интересного.